Приветствую, друзья! Натовские наемники сегодня сообщают о существенных продвижениях русской армии на многих направлениях. И на карте можно заметить, где это происходило. Это касается и, собственно, Днепропетровской области, и Сумской области. Ну и, конечно же, все это обусловлено тем, что у натовской ЧВК ВСУ банально не хватает наемников. И это у них такая ключевая проблема. И сейчас они особо не знают, что делать, потому что с оружием у них все в избытке. И, очевидно, подобная тенденция, она прямо свидетельствует, что западные страны очень скоро сейчас вот уже будут подходить к решению об увеличении заграничных наемников в рядах натовской ЧВК ВСУ, потому что от данного пушечного мяса, мягко говоря, не хватает. Помимо работы Искандеров по линии фронта, мы видим также, что и наши российские FPV-дроны уже долетают до города Сумы, и там уже несколько автомобилей натовских наемников сожгли по этому поводу, и это, конечно же, далеко не предел. Также вот Константиновку туда также регулярно прилетают, и по дорогам снабжения сейчас очень серьезно начинают бить наши дроноводы, и на самом-то деле эта тенденция будет только увеличиваться, потому что, конечно же, технический уровень с каждым днем сейчас в русской армии повышается. Есть, конечно, масса проблем и так далее, но тем не менее все равно общая тенденция, она положительная. При этом тактика ВКС РФ на уничтожение офисов банды ТЦК в Украине Зеленского сейчас очень серьезно развивается. И на карте можно заметить, какие вот отделения банды ТЦК Зеленского поражены. И на самом-то деле это очень такая позитивная тенденция, и она реально находит отклик народный, потому что местные жители просто аплодируют, когда по ТЦК прилетают герани. И, конечно же, желают, чтобы прилетало что-то гораздо посерьезнее. Ну и, конечно же, на кадрах можем заметить, как этим вот утром по факту очень много гераний прилетело по зданию одесского ТЦК. И, естественно, местные жители выражают за это ВКС РФ свою огромную благодарность. При этом нужно понимать, что очень много людей с Украины сейчас служат в русской армии для того, чтобы режим Зеленского и натовских его хозяев уничтожить. И можно заметить, что даже вот герани по территории вот режима Зеленского запускают конкретно очень многие вот жители Одессы. И, собственно, это они не стесняются писать даже на дронах камикадзе герани и отправлять эти герани в сторону вот военных объектов натовской ЧВК ВСУ и, естественно, объектов ТЦК. Прилетов сейчас от гераний все больше и больше. Это обусловлено тем, что потолок дронов камикадзе герань, он сейчас гораздо выше. И сейчас вот и на 2, и на 3 километра могут залетать наши дроны, а потом пикировать просто на цель. И это очень усложняет для режимников Зеленского перехват подобного рода целей. И сейчас очень активно режимники Зеленского с помощью, конечно же, своих хозяев, вот, натовского ВПК в том числе, очень активно пытаются этому противодействовать. И сейчас уже они активно разрабатывают систему тактической ПВО, чтобы дроны сбивали российские дроны камикадзе герань. Насколько данная тактика будет эффективна, пока говорить, конечно же, рано, но очевидно, это достаточно существенная угроза, потому что на поле боя, если мы просто проанализируем, сколько сейчас сбивает летательных аппаратов с помощью FPV-дронов, это действительно цифры там поражают, и очевидно угрозу не стоит недооценивать. Ну и естественно российские инженеры знают о том, что готовят натовские наемники и их инженеры, и поэтому естественно платформу дрона камикадзе герань будут естественным образом развивать так, чтобы ее сбить было подобными дронами очень и очень проблематично. А вот наш российский ВПК при этом продолжает поставлять в войска очередные партии истребителей и бомбардировщиков. И вот конкретно очередная партия Су-32 утконос отправляется в войска. И, естественно, сейчас, конечно же, этим вот самолетам найдут применение в ВКС РФ, потому что авиабомбы с модулем коррекции и планирования сами себя не скинут, поэтому подобного рода самолеты очень и очень востребованы. Из интересного можно заметить также, что в Киеве сегодня в небе появился транспортный самолет корпорации Антонов
самолетов Ан-124 «Руслан». И этот транспортный самолет, судя по всему, в срочном порядке в Борисполь привез ракеты ПВО, потому что сейчас очевидно, что именно с ракетами ПВО в Киеве просто очень серьезный дефицит. И сейчас, судя по всему, срочным порядком даже авиация решили перекинуть ракеты ПВО. И не случайно, потому что атаки, естественно, ВКС РФ, они проходят каждый день. Ну и, собственно, подобного рода срочная поставка с учетом риска очень серьезного для транспортного самолета. Это все-таки говорит о том, что натовская система ПВО сейчас очень и очень в серьезном дефиците. Это один из 6 самолетов Ан-124, которые остались в распоряжении Недорейха Зеленского. И, собственно, очень может быть, что этой ночью данный самолет будет уничтожен, потому что по аэропорту Борисполь, который находится под Киевом, бьют регулярно. И, естественно, туда долетают и Герани, и, собственно, Искандеры, и много чего еще интересного. И, собственно, с учетом сейчас спутниковой нашей российской группировки, естественно, сейчас локацию этого самолета определят. И, знаете, всякое может быть сегодня ночью. А в Риме сегодня пан Зеленский заявил о том, что очередной раунд переговоров в Стамбуле пока не планируется, потому что нужно закончить предыдущие договоренности по обмену пленными и, собственно, приему тел погибших натовских наемников. И по этому поводу Зеленский максимально затягивает процесс и отказывается принимать тысячи трупов натовских наемников, которые пособирали по лесопосадкам и полям. И сейчас этот вопрос четко свидетельствует о том, что режим Зеленского со своими хозяевами саботируют мирные переговоры и, естественно, не хотят они без боя покидать Херсон, покидать Запорожье, Краматорск, Славянск и так далее. И это опять же наталкивает на мысль, что западные страны все-таки еще пока не определились с основным вектором. Либо они будут продолжать войну, либо все-таки будут сливать режим Зеленского и идти на уступки. При этом креатура ЦРУ на должности Главного управления разведки Зеленского пан Буданов сегодня заявил, что на самом-то деле мир очень быстро достижим, буквально за месяц-два. И, собственно, такое заявление пан Буданов делает именно тогда, когда Зеленский отказывается фактически от переговоров в Стамбуле. А это все-таки четкий намек на то, что Буданов посылает сигналы и в США, и в Лондон, что если надо, поставьте меня у руля, и я буду договариваться с российской стороной, чтобы быстро урегулировать все вопросы и, естественно, выполнить все пожелания из Вашингтона и Лондона. Поэтому сейчас, конечно же, пан Буданов, который реально признан в России экстремистом и террористом, и, собственно, таким и является с учетом деятельности Главного управления разведки Зеленского, сейчас мы видим, что это уже представляется такая же политическая фигура, которую очень возможно накачают полномочиями западные страны, потому что за паном Будановым как-никак есть очень много тысяч террористов, которые хорошо вооружены и могут передвигаться внутри натовского недорейха. При этом забавные новости приходят из США. Там военно-промышленный комплекс местный все-таки решил увеличить производство ракет ПВО. И теперь они уже, знаете, поднапряглись и уже планируют выпускать все-таки целых 600-650 противоракет для системы Patriot. Таким образом, можно сделать вывод, что с учетом интенсивности российских атак по территории натовского недорейха, то годовой, собственно, запас этих самых Patriot можно отстрелять буквально за неделю. И таким образом можно еще и год американскому ВПК делать новую партию. Ну, а если мы будем говорить за, например, атаки Ирана по Израилю, тогда можно и за 5 дней выстрелить весь боекомплект, потому что, естественно, на одну иранскую ракету уходит 2 противоракеты системы ПВО Patriot. Это очевидно, всем, но тем не менее мы видим, что ВПК США делают такие заявления, что говорит о том, что, мягко говоря, они не вытягивают современный темп ведения интенсивной войны. Забавно то, что на этом фоне в Париже уже заявили, что сейчас эта коалиция желающих, которая в простонародье уже
уже кокаиновая коалиция, потому что кто в ней участвует, имеется в виду высшие фигуры власти в странах Евросоюза, они, как мы уже поняли, давным-давно сидят на вот кокаине. И, собственно, поэтому кокаиновая коалиция уже заявила, что как только будут все-таки достигнуты различные мирные там соглашения, сразу же уже они сейчас будут готовить войска западных стран для того, чтобы они зашли срочным образом на территорию натовского недорейха и не дали продвигаться дальше русской армии, потому что очевидно, что если без боя вот натовская ЧВК ВСУ уйдет с Херсона, Запорожья там и так далее, то очень может быть, что дальше начнется смута в недорейхе Зеленского, и так может получиться, что русская армия пойдет дальше. А вот с этим пока вот западные страны и блок НАТО не знают, что делать. Поэтому мы видим подобного рода реляции. Ну а на международной арене мы видим, что США продолжают играть в пошлины. И против Бразилии уже ввели аж там под 50% пошлины. Это на самом-то деле очень хорошо, потому что американские потребители будут вынуждены платить гораздо больше, нежели они ранее платили. И тем самым, конечно же, будут в Америке очень жестко расти цены, ну и дальше все остальное. Но, естественно, это далеко не главное, потому что сейчас мы видим, что США очень активно готовятся к войне с Китаем. Ну и уже на Тайване провели самые масштабные учения вот военные. Естественно, все проходило под чутким контролем Пентагона, отрабатывали многие системы ПВО в том числе. Ну и, собственно, Китай, конечно же, не остался в стороне, и они также провели учения. Ну и в учениях, естественно, сценарий был очевиден. Это высадка десанта очень масштабного на Тайвань и с последующими различными продвижениями, действиями и так далее. Что опять же говорит о том, что вот все-таки возврат Тайваня в родную гавань, он не за горами, чтобы себе там западные страны не планировали. Китайские инженеры при этом не стоят на месте и уже даже, знаете, снабдили обычную пчелу контроллером в мозг для того, чтобы управлять полетом данной пчелы. И таким образом эти пчелы могут теперь использоваться как, знаете, средство вот разведки и получения различных данных, потому что пчелы могут, знаете, очень много куда залетать. И очевидно, вот китайские военные инженеры в этом направлении очень серьезно работают. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами, а также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал. Там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка по традиции находится в описании, либо вбивайте в поисковике запрос Дмитрий Василец, телеграм, и все у вас получится. До скорого.